Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам способ, который, по моему мнению, идеально отмывает стекла. После этого способа стекла получаются очень чистыми, без разводов, блестящими. Этот способ довольно супер бюджетный такой, и поэтому спешу поделиться им с вами. Итак, беру тазик, у меня здесь ровно 4 литра теплой воды и понадобится белизна. То есть можно взять абсолютно любую. У меня сегодня вот такой вот вариант с фикс прайса, то есть санитарная формула белизна. И добавляю в эти 4 литра пол чайной ложки белизны. Дальше беру такую салфетку, смачиваю ее в этом растворе и начинаю мыть окна. Теперь смачиваю снова в растворе хорошенько салфетку и дальше начинаю мыть. Теперь после того, как окно высохнет, оно будет полностью без разводов, то есть не надо будет даже ничего протирать. Теперь сейчас буду мыть с уличной стороны. Тут уже, наверное, не знаю, видно нету. Грязь какая собирается на салфетке. Сейчас также хорошенько прополаскиваю и снова протираю. Итак, все я домыл. Прошло несколько минут. И вот смотрите, какими прозрачными и чистыми стали окна. То есть на них нет ни единого развода. Просто идеальные и прозрачные чистые стекла. Конечно, довольно неожиданно, но этот способ тоже очень классно работает. Хотя для меня было тоже открытием и неожиданным то, что и йод отлично тоже чистит стекла. Ну и белизна, оказывается, чистит не хуже. То есть способ с белизной – это для меня второе бюджетное средство, которое также хорошо работает. Причем что после йода, что после белизны, в принципе, эффект прозрачности и чистоты сохраняется очень надолго. Также у меня есть для вас небольшая рекомендация. Когда будете готовить раствор, на 4 литра берите ровно пол чайной ложки белизны. То есть не больше. Лучше взять меньше, но ни в коем случае не больше. Просто если добавить больше, то потом на высохшем окне будут оставаться белые разводы. А если сделать все как я делал по рецепту, то получатся такие, как у меня, красивые, прозрачные, чистые окна. И я также надеюсь, что эта информация окажется для вас полезной. Сегодня хочу поделиться с вами простым способом, как можно легко и быстро отмыть ваши какие-то стекла, окна до скрипа и без всяких разводов. Надеюсь, что также сегодняшняя информация окажется для вас полезной. У меня окна, как видите, такие довольно тут мутновато, шли дожди, то есть лето такое, не сказать, что особо жарко, дождливое в нашей местности было, особенно вот в июне. И, естественно, окна у меня запачкались. И поэтому буду это сегодня устранять. Итак, сегодня очищать окно я буду с помощью обычного кондиционера. Мне понадобится для этого просто я беру такое небольшое ведерко воды. Такая вот она не холодная, но где-то примерно теплая вода. Где-то литра 1,5-2 у меня может быть. И понадобится обычный кондиционер. Либо можете взять концентрированный, либо какой-то неконцентрированный можете взять. Я на эту емкость где-то на свои литра 1,5 возьму. Где-то, я думаю, у меня он концентрированный суперконцентрат. Возьму где-то вот такой вот один колпачок. Просто выливаю в эту воду. Все хорошенько перемешиваю. Все хорошо перемешал и больше добавлять ничего не нужно. Также я буду пользоваться для мытья окон вот такими вот салфетками, покупал их в фикс прайсе. И после натирать до блеска буду вот такими вот обычными бумажными полотенцами. Итак, взял салфетку сухую. Смачиваю в этом растворе, просто выжимаю эту салфетку и сразу же можно приступать. Я буду, получается, мыть вот так вот вертикально, а натирать буду горизонтально. Это я сделаю для того, чтобы было видно, если что, где будут оставаться разводы. Так будет проще и легче.
Кондиционер хорошо справляется с грязью, быстро ее растворяет и, соответственно, не оставляет никаких разводов. Получается, в принципе, не такой дорогой способ. Вполне себе бюджетный, конечно, какой, смотря кондиционер купить. Но, тем не менее, не такой уж и дорогой, а со своей задачей справляется хорошо. Итак, помыл я уже одну сторону окна, хорошенько почистил. Теперь взял бумажное полотенце, вот так вот сложил его. И, как я и сказал, мыл я вертикально, а натирать буду горизонтально, чтобы видеть все разводы. Тоже, как видите, я думаю, не знаю, камера передает, нет, но ни единого развода не остается. Просто буквально бумагой туда-сюда ложу, и все, разводов никаких не остается. Как я говорил, кондиционер совершенно ничего не оставляет. Также плюс остается хороший такой приятный аромат от кондиционера, то есть окно пахнет таким приятным ароматом, конечно, в зависимости, как пахнет кондиционер. Итак, с внутренней стороны я помыл, теперь у меня окно с этой стороны абсолютно чисто, то есть с внутренней. Теперь сейчас буду мыть с внутренней стороны по той же схеме. Сначала тряпочкой, то есть салфеткой влажной, смоченную в этом растворе, помою окно так, и потом после натру уже бумажным полотенцем. Итак, домыл я полностью левую сторону окна. Теперь сейчас правую сторону полностью домою и уже посмотрим на общий результат. Итак, вот такой в итоге у меня получился, по моему мнению, прекрасный результат. Абсолютно прозрачные стекла, окна, то есть никаких и ни единого развода, никакой грязи абсолютно не осталось. Также, причем это заняло совсем немного времени, буквально заняло у меня там 5-10 минут. И все, окно одно полностью чистое. Поэтому можете смело брать этот довольно-таки бюджетный способ на заметку. Все делается легко и быстро. Вода и кондиционер, ничего лишнего. Быстренько помыли и все готово. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя информация оказалась для вас полезной. Сегодня хочу с вами поделиться способом, который поможет избавиться от запотевания окон. Надеюсь, что информация окажется для вас полезной. Я этот способ уже протестировал, он хорошо работает, поэтому поделюсь сегодня им и с вами. Для этого понадобится приготовить пасту. Для ее приготовления понадобится глицерин, жидкое хозяйственное, или также можно, в принципе, взять и дегтярное мыло, и немного скипидара. Итак, для приготовления пасты беру пол чайной ложки где-то глицерина, Чайную ложку жидкого мыла. И совсем немножко скипидара, буквально 2-3 капли, прям чуть-чуть на ложке. Все перемешиваем, и паста готова. Все готово. Этого количества мне хватит как раз, в принципе, на одно окно. Беру чистое окно и сейчас буду его натирать. Также, кто хоть раз натирал стекла глицерином, конечно же знает, что это процесс довольно трудоемкий. Но эта паста работает нисколько не хуже, а стекла ей натирать попроще, чем просто глицерином. Итак, смочил чистую салфетку в этой пасте и начинаю натирать. Растер пасту по окну, она заметно помутнела. Теперь беру чистую салфетку и начинаю тщательно натирать до блеска. И также, как только чувствуете, что уже эта чистая салфетка уже так не натирает, то меняем на свежую и продолжаем дальше натирать до блеска. Натер я одну половину своего окна. Вот такой у меня получился результат. Абсолютно теперь прозрачное окно, чистое. Теперь как минимум на месяц мое окно защищено от запотевания. Также, если у вас, конечно, серьезные проблемы с вентиляцией, то этот способ, конечно, может не помочь. Сначала придется устранить механические причины. Также я пробовал этой пастой натирать стекла в автомобиле. И также там тоже эта паста отлично работает. Поэтому способ действительно рабочий. У кого есть машина, также можете попробовать. И также небольшой совет, что когда распределяете пасту по окну, то не нужно стараться как можно сильнее ее растереть.
нужно стараться как можно больше пасты оставить на стекле. То есть, чем толще будет слой пасты, тем эффективнее этот способ будет работать. И также за счет того, что в составе есть скипидар и жидкое мыло, они отлично компенсируют жирность глицерина. Поэтому все растирается легко и просто. Просто делаем буквально несколько движений, как только видим, что стекло становится прозрачным, останавливаемся, пленочку на стекле оставляем, и результат будет просто отличный. И на этом у меня все. Надеюсь, что сегодняшняя информация оказалась для вас полезной. Всем пока!